Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и Сад. Меня зовут Александра. В этом видео я хотела бы поделиться с вами своими планами по посеву семян баклажан. Хочу рассказать о том, какие сорта баклажанов я буду выращивать в этом году, как в открытом грунте, так и в теплице. Надеюсь, что видео будет для вас интересным. Почему я выращиваю баклажаны? Все дело в том, что в моей климатической зоне, а я живу в зоне 5Б, в центральной Украине, баклажаны на сегодня уже можно выращивать в открытом грунте. Им достаточно тепла. Единственное, рассаду, конечно, надо выращивать в домашних условиях, в условиях, когда еще холодно и придется заниматься рассадой с подсветкой, с подогревом и так далее, потому что за окном еще, к сожалению, температура минусовая. А баклажан имеет длительный срок вегетации, поэтому сеять его нужно уже сейчас, примерно в середине февраля. Выращиваю я баклажаны уже несколько лет. В основном для выращивания подходят сорта ранние, ультраранние и среднеранние. Поздние сорта баклажан у нас не успевают вызреть, поэтому я их не сею. Ну что ж, давайте я вас познакомлю с теми сортами и гибридами баклажанов, которые я буду сеять на рассаду в этом сезоне. Под первым номером баклажан Дестан. Этот сорт баклажан селекции голландской компании Enzo Zaden, ранний, высокоурожайный и стойкий к болезням. Вес плода 200-300 грамм. Форма овально-цилиндрическая, длина плода 17-18 см. Баклажан Дестан имеет очень короткий, как для баклажана, срок вегетации. Всего 55-65 дней с момента появления всходов до момента посадки рассады на постоянное место. Растение мощное, куст довольно большой, стебли крепкие, хорошая облиственность. Если вы посадите баклажан Дестан в плодородную почву, урожай будет отменным. На одном кусте завязывается от 15 штук плодов, а баклажаны, как вы знаете, обычно жадничают на урожай. Здесь же урожайность 6,5-7,5 кг с 1 квадратного метра. Даже при снижении температуры воздуха этот сорт баклажана продолжает плодоношение, что, в общем-то, большая редкость для баклажанов. Схема посадки этого баклажана в открытом грунте 40 на 50 сантиметров, где первая цифра – это расстояние между растениями, а вторая – расстояние между рядами. Но я буду выращивать баклажаны Дестан в теплице, чтобы получить еще более ранний урожай. И потому, что он устойчив к фузариозному увяданию, что очень важно для выращивания в теплице. Цена за 10 семян примерно $0,5 или 19 гривен. Под вторым номером баклажан Лейре. Баклажан Лейре – это ранний гибрид необычной красновато-фиолетовой и в то же время полосатой окраски. Выведен он селекционерами голландской компании Richard Swan. Форма плодов овально-цилиндрическая, длина 16-18 см, диаметр от 5 до 8 см. Средний вес плода 300-350 грамм. Этот сорт баклажана задерживается по сравнению с предыдущим баклажаном Дестан примерно на 5-10 дней с урожаем. Его вегетационный период составляет 65-70 дней с момента всходов до момента посадки рассады на постоянное место. Но вы обязательно должны его выращивать, потому что это баклажан без горечи. Он имеет нежную и вкусную мякоть. Урожайность 4-6 кг с 1 квадратного метра посадки. Баклажан Лейре можно выращивать и в открытом, и в закрытом грунте. Он хорошо приспосабливается к условиям выращивания, не подвержен основным грибковым заболеваниям, которыми обычно страдают баклажаны,
и стабильно плодоносит практически до первых заморозков. Цена за 7 семян 42 гривны. Семена достаточно дорогие, примерно больше $1 за 7 семян. Под третьим номером баклажаны Аретуза. Это мой любимчик среди среднеранних белоплодных сортов. Я его выращивала в прошлом году, от урожая просто отбиться не могла. Аретуза принадлежит к селекции семенной компании Рикцван, Нидерланды. Плоды овально-цилиндрической формы, в длину достигают 18 см. Вес каждого плода 300-400 грамм. Баклажанчики снежно-белые, кожица довольно тонкая, мякоть нежная, без горечи и очень вкусная. Период созревания на 70-80 день с момента высадки рассады в открытый грунт или в теплицу. Аретузу в прошлом году я выращивала и в открытом, и в закрытом грунте. Растение довольно крепкое, имеет нежные листья светло-салатного цвета и буквально все обвешано плодами, маленькими баклажанчиками. Куст высокий, до 90 см, хорошо облиственный, с хорошо развитой корневой системой. Баклажаны Аретуза плодоносят даже в самых неблагоприятных условиях. Но если плодов очень много, не поленитесь подвязать растение и дать ему крепкую опору. Аретуза по итогам моего выращивания в прошлом году плохо переносит стойкую жару. Поэтому его лучше выращивать в теплице в первом обороте, пока жара еще такая нестойкая. А вот в открытом грунте этому баклажану довольно комфортно. Главное – высокая плодородность почвы, и тогда урожай гарантирован. Цена за 8 семян 42 гривны, немножко больше $1. Под четвертым номером баклажан Октавия F1. Это тоже раннеспелый гибрид, который представила французская селекционная компания Close. Он имеет вегетационный период 65-70 дней. Баклажаны Октавия можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплице, в парнике. Растение компактное, имеет короткие междоузлия и благодаря этому занимает небольшую площадь при высокой урожайности. Еще одно важное преимущество этого баклажана – он не имеет шипов на плодоножке, поэтому руки при сборе урожая вы не пораните. Плоды цилиндрической формы, насыщенно фиолетового цвета. Длина 18-20 см, диаметр 7-8 см, а вес баклажанчика 250-300 граммов. Мякоть очень нежная, вкусная и совсем без горечи. Семян внутри очень мало, что особенно нравится огородникам и садоводам. Урожайность 4-6 кг с квадратного метра площади посадки. Баклажаны Октавия имеют длительный период плодоношения и хорошо хранятся, несмотря на свою раннеспелость. Это очень хорошая характеристика. Цена за 10 семян около 47 гривен, $1.30. И под пятым номером баклажаны Алмаз. Это давно проверенный, надежный сорт, который я сею на рассаду и выращиваю в открытом грунте уже много лет. Сорт ранний, от посадки рассады в открытый грунт до технической спелости плодов проходит 60-65 дней. Растение компактное, невысокое, примерно 45-50 см. Плоды вяжутся в нижней части растения, имеют цилиндрическую форму и гладкую блестящую кожицу. Длина каждого баклажанчика 14-18 см. Мякоть практически белая, очень нежная и без горечи. Растение имеет длинный срок вегетации, но поддерживать его нужно, собирая плоды регулярно, каждую неделю. Я выращиваю баклажаны сорта Алмаз в открытом грунте. Они прекрасно себя чувствуют и отлично плодоносят на умеренно плодородной почве. На столе, если вы посадите эти баклажаны, будет изобилие плодов, вплоть до первых заморозков. Ну что ж, надеюсь, видео было для вас интересным, познавательным. Спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока, скоро увидимся!